Финансовый мир потрясен. Апрель 2025 года войдет в историю как момент, когда торговая политика одного человека запустила цепную реакцию по всему земному шару. Дональд Трамп вернулся, и вместе с ним вернулись пошлины. Только теперь масштабы совсем другие. Что произошло? Почему рынки рухнули? И что будет дальше с деньгами, бизнесом и экономикой? Разбираемся по шагам. В начале недели Трамп объявил о введении новых торговых пошлин практически на весь импорт из Китая, Евросоюза, Южной Кореи и Японии. Формально, с целью защиты американского производителя. Фактически, это был сигнал. США больше не играют в глобализм. Мол, если вы не хотите подчиняться американским условиям, платите. Рынки отреагировали молниеносно. Индексы S&P 500 и NASDAQ обвалились на 4-5% за день. Азиатские и европейские биржи последовали за ними. Пошли панические распродажи, особенно в технологическом секторе и среди компаний, завязанных на международную логистику. Инвесторы начали массово выводить средства из акций, уходя в кэш, золото и краткосрочные облигации. Некоторые хедж-фонды зафиксировали потери в миллиарды долларов буквально за 48 часов. Больше всего пострадали именно те экономики, которые активно экспортировали в США. Китайские производители электроники, южнокорейские автоконцерны, немецкие машиностроительные корпорации – все они потеряли миллиарды долларов рыночной капитализации за считанные часы. Но пострадали и сами США. Американские потребители рискуют столкнуться с ростом цен на все, от смартфонов до автомобилей, а бизнес, привыкший к дешевым комплектующим, с резким ростом издержек. Более того, возник риск перебоев в цепочках поставок, ведь санкционные волны мгновенно ударили по логистике. Корабли в портах, задержка грузов, хаос на границе – и все это в эпоху постковидного восстановления. Компании начали пересматривать свои прогнозы прибыли, откладывать инвестиции и замораживать найм персонала. Финансовые аналитики уже заговорили о возможной череде банкротств в сфере высоких технологий. Ответ прост и сложен одновременно. С одной стороны, Трамп возвращает флагманскую политику «Америка первая». Его цель – добиться того, чтобы как можно больше товаров производилось внутри США. С другой стороны, это геополитический расчет. В условиях глобального конфликта за влияние экономика становится оружием. Удар по Китаю – это не просто торговый шаг, это сдерживание стратегического соперника. Европа попала под раздачу за недостаточно лояльную позицию. Япония и Южная Корея, потому что они усиливают свои альянсы с Китаем. Трамп играет по-крупному. Он понимает, если удастся вернуть часть производства в США и ослабить экспортеров, это ударит сразу по нескольким направлениям. Рабочие места, налоги, глобальная конкуренция. Он также делает ставку на электоральный эффект. Демонстрация силы перед выборами укрепляет поддержку со стороны консервативных избирателей и бизнес-лобби, заинтересованного в защите внутреннего рынка. Пока аналитики спорят, но признаки рецессии уже на горизонте. Если обвал рынков продолжится, крупные фонды начнут продавать активы, чтобы перекрыть убытки. Это создаст давление на облигации, корпоративные долги, криптовалюту и даже золото. Банки начнут ужесточать условия кредитования. Мелкий и средний бизнес почувствует нехватку ликвидности. Инфляция, которая вроде бы начала снижаться, снова пойдет вверх из-за роста себестоимости. А главное, инвесторы потеряют уверенность. А когда уверенность исчезает, начинается паника. Паника способна обрушить не только рынок, но и экономику в целом. Кроме того, пошлины могут вызвать ответные меры со стороны других стран. Уже появились заявления из Пекина и Брюсселя
о необходимости защищать свои рынки и рассмотрении зеркальных шагов. Есть несколько сценариев. Сценарий мягкий. Пошлины останутся, но постепенно пересмотрятся. Крупные страны договорятся. Рынки отыграют падение, экономика восстановится. Это займет месяцы. Сценарий жесткий. Торговая война продолжится. Начнутся ответные пошлины, финансовые санкции, валютные манипуляции. Вплоть до ограничения на поставку стратегических ресурсов. Тогда нас ждет глобальный экономический кризис. Сценарий хаотичный, никто не контролирует ситуацию. Политические конфликты мешают переговорам, биржи лихорадит, а центральные банки не справляются. Это путь к глубокой мировой рецессии. И в каждом из этих вариантов простые граждане на линии огня. Именно они расплачиваются за макроэкономические игры политиков. Мир стоит на развилке. Одно политическое решение, сделанное в Белом доме, может запустить волну потрясений на планете. Вопрос не в том, будут ли еще кризисы, они будут. Вопрос в том, как мы к ним подготовимся. Что будет с твоими сбережениями, твоей работой, твоим бизнесом, зависит от того, насколько быстро ты начнешь действовать. Подписывайся на канал, ставь лайк. Впереди еще много важных событий. Оставь свое мнение в комментариях. Кто выигрывает от этой торговой войны? И как ты защищаешь свои деньги?